Всем здравствуйте! Можно ли вырастить уток за 3 месяца? Да, можно. Как новичок прошлого сезона могу это уверенно подтвердить. Птицы очень неприхотливые, просто неубиваемые. Они практически ничем не болеют. Мясные породы растут очень быстро. Даже у новичка за 3-4 месяца тушки будут около 3 килограммов, а живой вес еще больше. Утки неприхотливы в еде, как поросята. Можно на выгуле растить, они с удовольствием едят траву и собирают разных вредителей, но массу они будут набирать медленно. Если небольшая уточка вам подойдет, то вполне себе вариант. А вот если к траве добавить мешанки 1-2 раза в день, то дело пойдет быстрее. Кладем туда отваренные овощи, капусту, морковь, картошку или их очистки, горох, смолотые 2 раза в мясорубке кости мясные или рыбные, добавляем смесь зерна. На таком рационе уточки растут, как на дрожжах. На ночь ставим сухую зерновую смесь, чтобы нам не вставать утром рано. Да и днем она стоит, вдруг кто проголодается. О том, что взяли именно уток, мы ни разу не пожалели. Кроме несложного ухода, это очень позитивная птица. За ними можно наблюдать часами. Сейчас наши выросшие утята дают нам яйцо и мясо. Скоро закончу подушку из ценного пуха и пера водоплавающих. А топленый утиный жир сродни топленому маслу, полезный продукт без канцерогенов. И это основная составляющая утиного конфи. Недешевое, безумно вкусное ресторанное блюдо можно приготовить самим в домашних условиях. Ну а чтобы начать разводить уток, надо совсем немного – обеспечить птиц местом ночлега. Для этого вполне подойдет обычный парник. Если вы новичок, не берите совсем мелких утят. Пусть это будет чуть дороже, но 3-недельные – это уже почти взрослые птицы. Им уже ничего не страшно. На видео уже наши вторые утята. Мы и первых собирались взять подрощенных, но при покупке, как неопытных, нас обманули с возрастом. И вместо 2-недельных, мы сейчас понимаем, нам продали, думаем, недельных. Да и еще сказали, можно сразу в парник выпускать. Климат у нас холодный, и утят мы решили сначала все же закалить. Так что жили они просто в доме дней 10. Ссылка на это видео будет в верхнем правом углу и в описании. Утята подросли, и мы начали выносить их в парник на день. А потом и на ночь стали там оставлять. В парнике стоял тепловентилятор Бархан, но ночью температура опускалась иногда до -1, -2 градусов. Ни один даже не чихнул. Важно только положить сухую подстилку. Ели малыши из обычной миски. Но и для утят нужна поилка. Это, пожалуй, единственное приобретение, кроме сена. Для подростков и взрослых уток подойдет любая миска или ведро с водой. Не надо ничего специального. Итак, утки на лето – это реальность. Осталось только выбрать породу. Бывают они мясного, яичного направления, но есть, правда, и скорее декоративные. Если вы хотите утиных яиц, возьмите 2-3 уточек индийских бегунов от 6 месяцев и старше. Они будут ежедневно нестись. Яйца не мелкие, а взрослые уточки вырастают до 1,5-2 килограмм, а необычный внешний вид птиц украсит двор. На мясо чаще всего заводят муллардов и мускусных или индоуток. Хотя есть импортные тяжелые кроссы, английские и французские. Кому интересно, можно почитать в интернете. У нас саксонские утки, они универсальные. Часть уток оставили на зиму. Они неплохо несутся, включая 2 муллардовских дам. И уже готовимся к новому сезону. Приобрели мускусного селезня и 2 уточек. Они моментально сбились в семью. Для зимнего содержания уже понадобится утепленный домик. Конечно, за сезон мы все не успели доделать. Сделан небольшой вольер, в котором летом уточки гуляли, да и сейчас выходят подышать. Домик готов, но утепление еще в процессе. На рамы добавили на зиму слой полиэтилена. Потолок утеплили пенопластом. Нет пока декоративной отделки. Стены тоже будут утепляться. Внутри домика подиум из поддонов. На нем глубокая подстилка. Пользуемся вот таким биопрепаратом.
Не знаю, помогает он или нет, но в домике запах прелого сена, травы, на подиуме сухо. С этим препаратом глубокую подстилку можно не менять до 2 лет. Сейчас минус 29. В домике стоит наш безотказный бархан, а вентиляционную трубу пришлось временно заткнуть. Воду для купания не ставим, чтобы сырость не разводить, так что уткам придется потерпеть, пока морозы пройдут, потом помоются на дворе в корыте. Вода для питья у нас в канистре с отверстием. Так утки меньше выливают, а клюв пополоскать хватит. Ну что же, подведу итог. Утки на лето для новичка – это реальность. Необходимые условия содержания. Первое. Крыша над головой на ночь. Подойдет обычный парник, либо сделайте небольшой дощатый домик типа будки. Второе. Если покупаете утят, им до месяца необходима сухая подстилка, и для них понадобится поилка. Утятам и взрослой птице доступ к воде должен быть постоянным, они без нее погибнут. Осталось почитать подробнее, чем кормить, выбрать породу, и будет вам счастье. Удачи вам и до свидания, друзья!